Лешек спит. Я сижу там. А эти тут. Ну-ка, брысь отсюда. Это кто у нас тут такой умный? Ну-ка, брысь. Ну, не голодные же, а? Вон какой, спина как у меня. Дима. 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 Вот так. Помощник пришел. Ты, Бармалей. Банда кучкуется уже. Кушать, кушать. Уже замерзла, да? Я ее не одевала. Ветерок. Что-то разыгрался к вечеру. Дымит. Дымит. 4-й час, 3:30 где-то. Скоро стемнеет. Ну-ка, пойду. Гляну. Банда-банда. Понеслись. Там им на 4 хватит? Пошли лопать стадом. Где ты их нашел такие гнилые? Что пилили твои? Таскал. Пойдем топить каминчик. Да? Да. Давай. Холодно на улице. Холодно. Ветер такой. Что-то поднялся. Не было. Было тихо. Что-то они все гнилые. Сгнили, что ли? Не знаю. Вообще гнилых. Ну да, труха одна вон внутри. Что это за дрова? Не, ну разжигать-то оно пойдет, ну, конечно. Ладно, давай. А что ты хотела? А? Что ты хотела? Что? Кушать? Надо уже, да? Надо идти кушать? Надо кушать идти, Лиза? Да? Ты хочешь кушать? А что ты будешь кушать? Что тебе дать? Мясо? Мясо, да? Ты любишь мясо, да? Вот туда надо идти? Куда надо идти? Куда? Куда пойдем? Кушать? Кушать? Ну, проси. Проси, хорошо. Не-не, не у папы проси, папы нету. У мамы проси. У меня проси, Лиза. Папа же ей раньше давал сухой корм, она и у папы и просит. Да? Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-менеджер.
Уже пора, надо дать, да? Да? Скажи, что ты дразнишься, да? Да? Ну, проси. Вот так. Ну, дать кушать. Проси, проси. Пионерский наш костер. Лешик любит разжигать костер, да? Ну да, немножко. Немножко? Немножко. Мы всегда, когда ходили на пикник в Москве, вот с Таней, с Колей, ну, со всеми своими, у Лешика всегда был свой костер отдельный. А почему не знаете? А почему? А почему? Хоть маленький, но свой. Хоть маленький, но свой. Вот как Лешик будет разжигать. Ну и что получится сейчас посмотрим. А задвижку открыл? Ах ты ж, Господи. Там вон дырочка, вон там. Вот это. И там задвижечка такая у нас есть на трубе. Великий поджигатель. Что ты хрюкаешь там? Хочешь? Хрюкает. Покушала же уже. А, уже покушал? Да. А что там бегает? А ты ей давал все? Ничего не давал. А, ну то вот она и бегает. А, Иди проси у папы, иди. Проси у папы. Что он тебе забыл дать? что это? Что забыл дать? Ай, скорее, ух. А чё ж не попросила? Все, и на свою подушку. Пока. Да? Вкусняшка? Да? И хрюкает. Там котами пахнет. Коты там спали. Ну что, что-то плохо горит, да? А? Или нормально? Ну, дым идет. Ух ты ж. Ну вот, пошли трещать дровишки. Можно убавлять котел. И всем добрый вечер. Да? Лешик? Да. Всем добрый. О, хрустят. Хрустят. Ага. И там хрустят. И там тоже хрустят вон. О, все нормально пошло. Вкусняшка. Там я и брала эти шеи индюшиные. И порубила вот на маленькие кусочки такие. И вот теперь вместо вкусняшки, той, которая не натуральная, даем ей натуральную вот такую вкусняшку. Маленький кусочек косточки. Ну вот, и не дымит, да? Ну да. Ну что, вот засунется. Ох ты ж, ё-моё.
Боишься, Лешек? Да нет. Да нет? Здорово. Просто вот так вот сидеть. А, ни о чем не думать вообще. Отключиться, Да. да? В окно смотришь, там костер горит. В окне, да? А. Лешику там видно в окне. Костера мне не видно. Сейчас кто-нибудь вызовет МЧС, скажет, у них хата горит. А кто-нибудь пройдет, огонь увидит. Просто сидеть и сидеть. Я не знаю, вот надо найти в этом подъюхновом деревне Чемоданово. Подъюхново. Ну да, я помню. А что там? А вот за Югу, за Чемоданово деревня. Ну там это, с Рыжиком. У него там родители туда уехали. Угу. А он остался в Москве. Так что, поедем в Чемоданово? А я не знаю, где она еще. Это под Юхновым, это ехать и несколько. Да сколько тут до Юхнова? Ну, километров 150, может. Половина. А может и меньше даже. Да не 150, меньше. Ну, как мне в Москве найти? Я же телефон городской забыл. Это кто меня в ансамбле к себе взял. Угу. Он на 2 года меня старше. Получилось, он в армию ушел. Потом он пришел, я ушел. 4 года не видел. Вот так вот получилось. Вы жили по соседству? Ну да, рядом. Хулиган был, ой. А ты не хулиган? Нет. Вот как он со мной связался, все. Перестал хулиганить? Все вообще. Ноль. Нет, ну серьезно, еще мать говорила. Ну, как он с тобой? Он хулиган был, в школе его все боялись. Он здоровый был такой. У него папа грузчик на мясокомбинате. Представляешь, какой мужик здоровенный. Там один, ну, там хладокомбинат на Хорошевке. Один раз там кто-то убил кулаком мужика. И все на его батю, потому что здоровее нету. Просто ударил кулаком и нас. Ну, они же дорогу, они что там таскают, эти туши. У него батя еще дорогу произошел. Ну, может, и есть, я не знаю, сколько лет прошло, они живут там или нет. Прямо около Угры, там долго. Ну, если он старше тебя, то его родители тоже были старше, наверное. Младше. Младше? Младше. Твоих? Наверное. А, ну да, тебя же мама поздно родила. Да, они моложе были. Ну, если моложе, ну, тоже вряд ли, Леша. Вряд ли уже сколько лет. Да. Ему сейчас 66. Рыжику. Ну, Да нет, скорее. тоже, ну, тут кто его знает. А Да. чем он в деревню не уехал? А может, и уехал. А он живой, Рыжик? А я не знаю. Как это? Откуда я знаю? Я оттуда когда в Встречный уехал? Когда? Когда? Я и до этого уже его не видел. Ну, сколько ты с Пресни уехал? Сколько? Тут мы 3 года, и там сколько жили? Ну, так я 4. его и не видел. 7 лет. Я его не видел. Вот, говорят, он железо стал собирать. Эх, ты друга потерял. Да он это забухал и пропал. Жена у него любительница. Наташка. Вот они с ним напали. Я Мириша встретил, он живет под ним. Он говорит, постоянно стучит там. Ну, железо берет и убивает там. В Обмотку. квартире, что ли? А? В квартире? Ну а где еще? На улице что? Ну по улице, он говорит, постоянно стучит что-то. Ну что-то найдет и это, обмотку выбивает. Разбирает. Ну конечно, обмотку надо выбивать. Сына-то я его видел. Сын тоже хулиган. Серьезно. Но его менты постоянно забирают, а он им за это машину чинит, а они его не трогают. Его Юрка научил, он сам шофер. Он говорит, вот такой вот. И все машины чинят, они его заберут, он машины чинит. Опять попадется, они его заберут, он опять машины чинит.
Слушай, уже жарко. Как хорошо. Как хорошо вот так сидеть и ни о чем не думать. Да, да. Вот надо мне почаще вот так садиться, Лёшек, Релакс, релакс. и ни о чем не думать. Ну да. Отключаться. А то мне все хочется передумать. Ага. За всех и за все подумать. Да, да, да. А вот телефон посмотри, там горит. Ага. Влезла мне в голову песня про кота. Черный кот за углом? Да. Жил да был черный кот за углом, и кота ненавидел весь дом. Это кто пел? Майя Плещевская? Только песня совсем не о том. Моя Плесецкая разве певица? А, нет. А как ее фамилия? Я вот лицо помню. Что не Майя, ладили люди с котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Говорят, вот так, если прицепилась песня, кто мне это? Таня говорила. Надо ее пропеть до конца, и она отцепится. Вот так. Надо найти слова в этом, в интернете и Целый пропеть. день во дворе Суета. Как там? Прогоняют с дороги кота, что ли? Прогоняю с дороги кота. По-моему, так. Только песня совсем не о том. Как поссорились кошка с котом. Вот надо найти и пропеть. А теперь, говорит, песня для дальнобойщиков. Из этого. В нашем доме поселился замечательный сосед. Вот это вот две песни. А он едет на машине и думает, ё. Сосед новый поселился. Да, да. Как только Степан узнал, что его сын получил золотую медаль на Олимпиаде, он пошел молча к соседу Изи и набил ему морду. Фу, смотри, жарко. Надо это, Лешек, видишь? Еще? Нет, а там перегорело, и они... А где палка железная? А где железная палка? Она что, была? Да, сейчас ладно, тут их Нет у нас кочережки. Сейчас положу. Уже пора. Ну, пускай догорает. Вот так вот. Одну на одну положила. Ну, нормально. Там угли просто. Да? Ну ладно. Тут не пойдет плавить. Пускай поставим. Да нет. А Да. вдруг загорит. Ох, как пошел. Эй, смотри. А? Что, еще одну подкинуть? Ну вот потом пускай подкинь. По многу не надо, а то будет очень жарко. Да я уже спарился. По чуть-чуть. Пускай горит вот так. Ну-ка, дай-ка половину сейчас уберу. Кого? Вот это. А, да, уже можно прикрыть. Аккуратнее. Надо здесь лесенку сделать. Трап. О. Блин, а горячая труба, обалденно. Да? Ага. Сильно не закрывай, сюда ты им пошел. Вот. Приоткрой. Я половину еще. Вот так половину. Пошел ты сюда? Да, идет. Еще открой. Значит, открываем совсем. Что, пошел туда? Да.
Значит, на что надо? Открыто было. Ну, сейчас у нас запахло дымком-то. Ага. А мы, когда только приехали, печку как растопили. Да. Как она дымела. Ну так. Там же, а мы не знали систему эту. У нас дома тоже была печка, но там была вот такая задвижка. А Больше меньше, больше меньше. А здесь, там в печке в этом была вот такой кружок, и блин такой лежал на нем. Вот. А потом сверху еще крышка. И вот мы поняли потом, убрали эту крышку, а про блин не знали, что там еще блин лежит этот вот металлический такой. Топим, а она дымит, топим, а она дымит. Да что ж ты будешь делать, а? А потом все-таки нашли этот блин, приподняли, потом уже знали как. Ну, печка, конечно, была хорошая. Она стояла здесь, вот на этом месте. Вот. Вот здесь вот она стояла. Ну, вот. Да, Вот тут вот. там кровать была. Вот. Это на зиму была там кровать. А, 2 кровати здесь было, по-моему. Ну, это раньше там было 2 кровати. Потом мы туда шкаф поставили. Куда тут? Где та кровать стояла. А, ну да. Вот. Там у нас шкаф был и Ну кровать. там, а вот тут. Ну да, вот тут вот. Вот сюда. Да, Ну это еще там. да. Вот В тут. той жизни. Одна кровать стояла, тут вторая. Тут перегородка была. Вот, а тут печка была. Тут вот так фанерой было. Там у меня есть видео старое, где я делала обзор дома. Вот. Многие видели уже. Там видно вот эти вот. Была перегородка. Но в том видео даже не все перегородки. Здесь было 2 комнаты. Там спаленка была. А, да, вот так И вот здесь спаленка. А здесь была вот так вот. Такая вот зал такой вот. Но эти спаленки были фанерой отгорожены, даже не до потолка. Вот так вот где-то от потолка пространство было. Ну да. До фанеры. Вот. А мы 1 раз сутки спали здесь. Вот тут. Когда приехали первый раз. Да, первый раз. Кровати такие были, ядреные такие. Первый раз мы приехали, да, с Скрипучие. ночевкой. Тут погреб был, вот тут. Подпол. И тут был подпол, и в той спаленке был А, подпол. ну да. Вот 2 подпола здесь было, и вот там И вот еще. тут. Ну, он у нас сейчас там и остался. Все под палату. Да. Ну, печка, конечно, раскочегаришь, там она, тепло было, конечно. Печку, да, мы топили, да, и у нас 2 дня было тепло, даже еще и на 3-й день было Да, тепло. она ей плохо остывала. Да, Ну, неплохо, а как положено. Медленно долго опускалась. остывало. А я читал про это. Но это печка голландка была. Вот так вот. Хорошо, надо почаще топить каминчик. Ну да. Значит, мне это заслонку надо на всю скрывать. Блин, труба, знаешь, какая горячая. Да? Ага, огонь. А рядом с ней ничего нет, только чисто труба горячая. Ну, там же воздух, Ну да. Подушка. там ничего не будет нагреваться, ни стена, ни этот. Ну, так вот как-то так. Анекдот я не рассказывал. Дед Какой? 80 лет женился на бабке. 70, нет, другое скажу. Я, говорит, женщина, от женщины. Я, говорит, хожу к одной бабушке, говорит. Ей 95 лет. Ну, как, соцпомощь. Вот она мне заявляет, говорит, вот ты, милашка, умрешь, с кем я одна останусь? Нормально. А это, дед 80 лет женился на бабке 75-летней. Значит, брачная ночь. Он ее за руку взял, они уснули. Вторая ночь. Он ее за руку взял,
Они уснули. Третий начал, ночью на за руку берет, она говорит, не, сегодня не хочу, голова болит. Вот так. Да, слушай, жарко. Да ладно, жарко, ничего не Ну, жарко. я же уже вспотел. Да ладно, вспотел. Здесь вот холодная даже, Оно не будет не холодно. нагрелась. Оно не будет холодно. И здесь тоже. Оно Здесь будет. только тепленькая. Тепленько. А здесь вообще тепленько. Здесь холодно. Это надо его... Надо Лешке его лаком вскрыть. Это кочегарить. Да, думаешь? Надо еще отмыть, разок его помыть. Думаешь? Да. Он мне говорит, ну, Потому что вот здесь вот как загорит, вот это вот черное, черное будет. потом ничего не отмоешь его, Думаешь, ничем. ничем? Конечно, это ж кирпич. Ага. Оно туда в поры зайдет, вот это, и не вытравишь его ничем. Ага. Значит, надо здесь крышку делать. Какую крышку? Чтобы скрывать. Любая печка дымит. Любая печка. А. Ну, посмотрим. Будет день, будет пища. Ты сама сказала ни о чем не думать. Ты сидишь, ля-ля-ля. Ну вот не могу я ни о чем не думать. Надо почаще тебе это, психотерапию Да, включать. да. Мясников сегодня сказал, говорит, стрессы, да? Надо, говорит, просто с ними подружиться. А что, я где-то читал... Как? Как? Не знаю как, он не сказал. Как подружиться со стрессами? Вот Я интересно читал, мне. Я читал давно, что страха не надо бояться, со страхом надо подружиться. Что вы говорите? Да, и тогда, Какие слова? и тогда страха А? не будет. Да. Зажил страх, бабах, ох, ё. Угу. Я читал давно это еще. Так, ну ладно, у меня перекур. Пойду курить. Загонять. Пойдем. О, деревяшка дымит.